Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! С начала видео я хочу выразить огромную благодарность всем моим друзьям, которые смотрят меня и в Израиле, и в Италии, и в Германии, и в России, и на Украине, и в Польше, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Латвии, и в Молдове, и в Белоруссии. Всем огромное спасибо моим зрителям, моим дорогим подписчикам. Всем благодарна за добрые комментарии, за ваше мнение, за вашу поддержку и участие на моем канале. И сегодня я всех вас приглашаю посмотреть новое видео. Сегодняшнее видео – это приготовление куриных крылышек с картошкой. Захотелось чего-то вкусного. И вы знаете, все говорят гениальное просто. И мы просто замаринуем крылышки и запечем их с картофелем в духовке. Что нам для этого понадобится? Для крылышек 1 чайная ложка соли. Такая же чайная ложка соли потребуется и для картофеля. Перец, паприка обычная, не копченая, 70 грамм майонеза, немножко кориандра, сок лимона, крылышки. Их тут у меня 560 грамм. И 3 долечки чеснока, 860 грамм картофеля и небольшой пучок зелени укропа. Итак, с чего я начну? Первым делом нужно замариновать мясо, чтобы оно напиталось соками и ароматами приправ. Сейчас я выдавлю чеснок в крылышки. Теперь добавляю чайную ложку соли, где-то 1/3 чайной ложки перца, щедро, немножко кориандра, чуть-чуть, весь майонез, у нас остался сок лимона и паприка. Паприка нам понадобится немного позже. А теперь еще добавлю столовую ложку сока лимона. Ну, вот где-то так. Итак, все необходимые компоненты для маринада я добавила. Теперь просто перемешаем. Перемешиваю руками, как всегда. Крылышки я перемешала, и теперь закрою их пленкой и отставлю на час замариноваться. Друзья, еще хочу с вами посоветоваться, услышать ваше мнение. Недавно мне написали в комментарии, что лучше овощи нарезать заранее. Я частично с этим мнением согласна, потому что нарезка заранее хороша для тех, кто уже опытный, кто уже давно готовит и как бы не собирается тратить свое время для того, чтобы смотреть видео с нарезкой овощей. Но есть еще и такая категория людей, которые только учатся кулинарным азам. Поэтому именно для них я это и показываю. Если же большинство из вас выразит мнение, что нарезку овощей нужно убрать из видео, я приму к сведению ваше мнение и сделаю так, как удобнее для вас, для вашего просмотра видео. Поэтому пишите, с удовольствием выслушаю все мнения и приму точку зрения большинства. А теперь все-таки сегодня еще нарежу картофель. Значит, картофель средний я режу на 4 части.
есть такой крупный, я его разрезаю на 8 частей. Друзья, теперь что я дальше делаю? Крылья замариновались, я снимаю пленку и выкладываю из миски, в которой они мариновались. Крылья сверху перед запеканием обязательно нужно посыпать паприкой. Будет ярко и вкусно. Как видно, в миске осталась часть маринада. Этот маринад настолько вкусный, что я беру картошку, уже нарезанную, помещаю ее в миску, в которой мариновались крылья, и заливаю водой. Вот так я залила водой, так, чтобы покрыта была картошка полностью. Что я теперь делаю? Добавляю чайную ложку соли, уже вторую, но для картошки. И беру просто, перемешиваю картофель вот в этой воде и в маринаде. Очищаю края миски. Тем самым у нас картофель пропитывается вот этим вкусным маринадом. От вот этой водички мы ни в коем случае не избавляемся. Мы ее будем доливать в посуду, в которой будут запекаться крылья с картошкой. Друзья, крылья и картофель, нарезанный укроп, немного соуса от картофеля я поместила в смазанный маслом противень на температуру 180 градусов. Режим у меня конвекция. Все это я накрыла фольгой, и наше блюдо будет запекаться час под фольгой. Потом я сниму фольгу и покажу, что дальше делаю. Друзья, прошел час, я сняла фольгу, и вот так выглядит блюдо. Естественно, еще не испарилась жидкость, она просто способствовала тому, что хорошо протушился картофель и сами крылья. Теперь наша задача в течение 15 минут при той же температуре дать зарумяниться крыльям. Друзья, вот попробовала картошку, она уже разварилась, поэтому крылья с картофелем уже готовы. Крылья хорошо зарумянились, в духовке они находились 15 минут. Общее время запекания час 15 минут. И сейчас я достаю крылья из духовки. Друзья, ну вот такие крылышки, мягенькие. Я вот нажимаю вилочкой, просто вот чувствуется, что мягкие-мягкие крылышки. Картофель у нас получается с соусом. Блюдо очень сочное, вкусное. Запах чеснока, укропа. Все это великолепно сочетается. Друзья, попробуйте приготовить такие крылышки с картошкой. Это очень нежно, ароматно и вкусно. Я уверена, вам понравится. Жду вас на своем канале. До новых встреч и пока-пока. Дорогие друзья, спасибо вам за подписку на канал, за лайки и комментарии. Всем вам желаю здоровья, процветания и успехов.